Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз. Что случится со дня на день, с первых дней 2026 года? Старинный цыганский пасьянс, на пороге каких событий вы стоите? Давайте с вами узнаем, что изменит, быть может, вас, а что изменит вашу жизнь, как завернет судьба с первых дней года, да? Что случится, что произойдет со дня на день. И по части событий нам как раз с вами расскажут карты старинного цыганского пасьянса. Давайте узнаем, что же там в ближайшие дни для скорпионов. Конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз, расклад о личной истории не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Но все же какие-то подсказки вы получите. Итак, что же там за события вас ожидают? Что стремится войти в вашу жизнь, с чем вы там будете определяться, может быть и так. Что случится со дня на день? Смотрим. Я, конечно, могу добавить, что от себя, поскольку у нас ретро-уран, какая-то история, скорее всего, будет иметь продолжение, возможно, до 4 февраля, и это будет связано с чем-то из прошлого, то, что нам хорошо знакомо. Но, тем не менее, мы все разные, может быть, и какие-то новинки нам придется скорее тут что-то переделывать, потому что ретро – это всегда с приставкой «пере». Переделать, переписать, передумать, может быть, пересмотреть, вот что-то такое. Ожидание, может быть, ожидание какой-то бумаги или ожидание и человека, да, или какого-то определенного дня, пункта нам показывают. Может быть, вынуждены, да, дожидаться чего-то или кого-то. Листва. Это именно ожидание. Ну, давайте посмотрим, что еще. Правда? Как будто ожидание либо каких-то согласований, либо важных встреч и диалогов. Книга – это у нас учреждения, официальные люди и такие же вопросы. Когда мы, может быть, идем в какие-то инстанции, а может быть, вы уже что-то, какие-то бумаги, запросы вы подавали, да, или писали, может быть, это было в электронном виде, и вот вы чего-то ждете, какого-то ответа, как будто так. У кого-то это будет сопряжено, посмотрите, как совпало. Деньги. Я, конечно, могу допустить, что мы тут можем отчеты какие-то переделывать, да, и, может быть, денежные, особенно если вы занимаетесь собственный бизнес или личное дело. Могут быть точно так же эти значения, которые проигрываются, они, ну, как бы сами по себе. Ждете вы, допустим, одного какого-то отклика, письма или дела, да, а согласование в высоких инстанциях или когда вы что-то узнаете, это сами по себе другой какой-то вопрос. Ну и получение денег. Все-таки, когда деньги выпадают, это деньги вы получите. И посмотрите, дом, семья, домашний очаг, у кого-то это вопросы, пары, взаимоотношений, безусловно. То есть наши родные, близкие, семья. Ну а у кого-то недвижимость, мои дорогие. Недвижимость, когда какие-то важные темы вам нужно именно по части вашего жилья или планируемого, где вы сейчас проживаете, кто-то, может быть, планирует куда-то переехать, и вы какие-то согласования проходите или просто узнаете, где лучше, например, да, или каковы мои возможности. Но для кого-то из вас как будто в разных плоскостях выпало, может быть, и выход из одиночества. У вас какие-то, как по судьбе, тут идут, мои дорогие, какие-то важные очень согласования или, может быть, и планируемые какие-то встречи. Хотя я должна точно так же сказать, что для тех, кто один или одна, вы можете как-то по-особенному чувствовать, что нужно обустраивать личную жизнь. Правда. Ну, наверное, Рождество, Новый год – это все те праздники, которые нас заставляют как раз подумать о том, кто рядом с нами. Ну, или насколько мы этот сольный вариант готовы продолжать дальше. Но это именно касается тех, кто один или одна. Ладно, смотрим, что еще у вас совпало. И, честно говоря, очень добрые, кстати, значения, очень добрые карты. Какие-то я не исключаю все-таки, раз судьбоносный момент присутствует, да, если мы говорим крест, значит, тут что-то происходит не просто так.
люди, которые вам встречаются, может быть, ответы, бумаги, вот то, что вы получаете, те вопросы, которыми вы сейчас занимаетесь. Ну и правда, Уран ведь вернулся в знак зодиака Телец в последний свой визит, да, в такой ремиранс, именно для того, чтобы в первую очередь для знаков стихии Земли и воды жизнь пошла с правильной ноги. Поэтому, наверное, и вы так более рационально будете к чему-то относиться или, может быть, более досконально обдумывать какой-то вопрос без эмоций. Нет таких эмоций, но тем не менее тут есть, знаете, уверенность определенная у вас, потому что такие значения выпали. Может быть, вы определяетесь с чем-то, тогда, знаете, не просто эмоции ради эмоций, а когда хочется душевного тепла, когда хочется заботы, когда хочется уюта, а не пространных каких-то обещаний, которые, может быть, и вызывают положительные эмоции, но, в общем-то, за ними не стоит. Вот что-то такое у вас серьезное может быть. Кстати, по части работы я такое тоже не исключаю. Давайте зададим такой вопрос. Что же у вас прояснится со дня на день? Первая карта. Что идет или что вы, может быть, завершите сами, или, может быть, переиграете, переиначите как-то, да, реструктурируете, с чем вы тогда определитесь. Но это имеется в виду, что это будет уже какая-то новая концепция. И что нового войдет в вашу жизнь, на ваш порог, или что будет продолжено в каком-то новом ключе. Что же прояснится? По девятке жезлов. Так и хочется сказать вот одной фразой. По некоторым пунктам своей жизни Скорпион поймет. Вот именно в этой истории я уже сделал все, что мог. Тут желание идти вперед. Потому что по девятке жезлов это мы всегда, ну, словно отшельники. Мы немножко сами по себе. И вот то, что я говорила пока по арканам пасьянса, ведь правда для кого-то может проиграться, когда из тех, кто один или одна, будет всерьез задумываться, что нет, мне нужен именно и доверенный, и надежный такой человек рядом со мной. Может быть и так. Но для кого-то из вас это может быть какая-то совершенно другая альтернативная мысль по части работы. И я почему так говорю? Потому что словно, может быть, вы вот где-то вы трудились, вот было ваше поприще, да, и события, возможно, предыдущего периода вас подводили постепенно к какой-то теме, когда вы определитесь, что тут тоже нужно что-то менять, реструктурировать, или откуда к вам приходят деньги. Жезлы– это больше документы, какая-то рабочая сфера или деловая, или откуда к нам приходят деньги. Может быть, вот эти аккуратные шаги, которые вы начинаете делать, вам как будто пора, понимаете, по этой карте, потому что мы именно долгое время были вот словно в этом отшельнике, или что-то мы не могли осуществить, или что-то там у нас не складывалось. Но теперь вы уже чувствуете, и вы набрали за какой-то предыдущий период эту силу, и ее уже нужно в конкретные действия переложить. С чем это связано? Что же прояснится? Какая-то зависшая ситуация прояснится. Может быть, это вы. Ведь всегда по этому аркану, с одной стороны, любая карта имеет много значений. С одной стороны, сам себя человек перевернул, чтобы что-то увидеть с другого ракурса. Но по этой карте также идет тупик, тупиковая ситуация. Поэтому вот все то, что я сказала в начале, как вы себе скажете, я сделал все, что мог. Вот как раз очень так логично выпали карты, потому что это как Т-образный перекресток. Ехали, ехали, вот приехали. Нам нужно делать выбор. Либо направо, либо налево. А с чем это сопряжено, спросите вы? А это с какой-то жертвенностью. Или какая-то история, вы можете себя чувствовать. Но это я словно подвешенный, вниз головой, какое-то долгое время. Неудобно, надоело. Не может это так продолжаться. Мне нужно что-то решать. Вот тут что-то очень важное. Я тут больше вижу, вы сами что-то будете прояснять. Так с чем это связано? Не говорят. Рыцарь мечей. Мы ищем правду, мы ее находим. Вот с положительным моментом эта карта именно проигрывается так. Но по ней точно так же идет бунтарь без причины. Кто-то из вас может взбунтоваться, почему нет? Может быть, это, как, знаете, такой триггерный момент или отправная точка к тому, что мы что-то и начнем менять. По этой карте что прояснится? Тут, правда, может
какая-то история, которая тянулась очень долго, или, может быть, вы долго чем-то занимались. Здесь может быть вот этот именно пункт. Пусть даже эта новость, когда вы узнаете, и она вас натолкнет о чем-то задуматься. И вот эта мысль, она скорее не оставит, а заставит вас куда-то поехать, что-то начать узнавать, потому что вам тут, вы как будто можете чувствовать, а вы очень интуитивные люди, что в любой момент что-то может измениться. Мне как будто нужно более стабильно обустроить свою жизнь или оформить какие-то документы, разузнать, как в отношении меня работает закон. А может быть, кто-то быстро соберется переезжать. Я такое тоже не исключаю. Не исключаю все же и человека, может быть, эта новость будет связана с конкретной личностью, да. Может быть, даже подают нам эту новость так вот, ну, не очень, лицеприятно. Все же бунтарь без причины существует, да. Тем не менее, вы так вот анализируете хладнокровно и понимаете, ну, вот в том, что сказал человек, неважно, что он, может быть, это как-то резко, но вот есть то, о чем подумать. Как-то это надо проанализировать. Есть какая-то доля правды. Так, и в конечном итоге, что же там у скорпионов прояснится? 2 рыцаря, какие-то перемещения, вы на что-то решитесь. Правда, вы тут готовы что-то изменить. Причем, может быть, это касается у кого-то и личной жизни тоже. Хотя я не исключаю по рыцарю кубков, это, знаете, вообще может быть какое-то новое вдохновение. Или какая-то новость, которая, пусть она даже поначалу звучит как-то, ну так, колюче, а когда вы начнете искать дополнительную информацию или куда-то поедете, добавите какой-то другой информации, вы точно можете понять, что «О, это мое направление». Вот тут какой-то очень важный вопрос, но он, мои дорогие, нам не показали, по сути дела, какой сферы жизни касается. Да, у кого-то денег и работы, а у кого-то это личной жизни. Ну, видимо, у каждого где-то там свои нужно логические точки в волнующих историях расставить, и каждый будет этим заниматься. Так а что же уйдет или что вы завершите? Ну, правда, вы можете завершить, к примеру, ведь это карта власти, оформление каких-то документов или согласование каких-то бумаг. По аркану император, может быть, для кого-то из вас и есть человек, который рожден под знаком Овен. Почему нет? Иногда бывает или асцендент, например, у человека, не всегда он об этом знает. Но император – это какая-то система. Вот система будет меняться. В принципе, мы ждем как и, наверное, после 4 февраля явно нам что-то объявят. Или те процессы, которые были запущены до этого момента, как сильными мира сего, мы вердикты какие-то узнаем. Могут быть такие новости. И вы, именно ваша интуиция вам может подсказать какое-то правильное направление. Вот как я говорила, да, по верхнему ряду. И вы понимаете, что нет, промедления не может быть. Мне тут нужно что-то переделать, переиграть, обустроить. И вы будете вполне вероятно заниматься этим и где-то до 26 апреля, может быть, и до конца июля. Есть какая-то тема. Но если мы сказали, император, власть, система меняется, мы ожидаем, что и новые цифровые технологии появляются, они уже внедряются по части финансов в первую очередь. Но это могут быть еще какие-то, ну, как важные события, когда вы что-то начнете изучать. Вот, кстати, потому что вы видите, что вам либо нужен документ, сертификат для того, чтобы вы смогли что-то обустроить так, как хотите вы. А может быть, вам нужно изучить именно какие-то новшества, нововведения. Мир не стоит на месте, он идет вперед. И кто-то будет из вас искать и одновременно как что-то сделать, оформить по закону, так чтобы, да, и волки были сыты, и овцы целы, и вам было хорошо. А кто-то, правда, не исключая, учреждения образования иногда по императору тоже идут. Так что же уйдет? Вы какие-то планы передумайте, однозначно. По пажу жезлов, может быть много новостей. И причем таких обратных. 2 и рыцаря у нас выпало. Тоже могут быть как одна какая-то новость в одной сфере заставляет задуматься, но есть еще и другая, которая дополняет или как-то они взаимосвязаны. Так вот, от чего вы либо откажетесь сами, либо вы будете, ну, как-то определяться, переделывать, перестраивать.
Паж жезлов — это, да, вот как я сказала, новости, информация, но всегда некоторая развилка. Нам как будто нужно выбрать. И, может быть, для кого-то это обучение как раз и есть, потому что мы чувствуем себя словно незрелыми, новичками в каком-то деле, в каком-то вопросе. Не хватает знаний. Но точно так же вы можете отказаться, к примеру. Вы начинали одно какое-то дело, или вы были уверены, что я буду это продолжать, и вы можете так отложить в долгий ящик и переключиться на что-то другое. И вот к такому тоже повороту событий будьте готовы. Четверка мечей. Есть какая-то тема, по которой вы раньше, прежде ничего не могли сделать, а здесь появляется какая-то возможность. Вот буквально так. А с чем это связано? Но опять же про обучение. Вообще это такой, знаете, и жизненный экзамен. Всегда тройка — карта будущего. Вот для вас. Тут даже если мы что-то изучаем не ради любопытства, мы понимаем, зачем нам это нужно. В конечном итоге это увеличение жалования, да, может быть, у кого-то и правда курсы по работе. Или, мои дорогие, вы думали построить карьеру именно по вашему месту работы, а тут вы можете и сами что-то передумать, переиграть и рассматривать какой-то новый вариант. Ну, наверное, тут по-разному, но самое главное, мы идем вперед. Может быть, это такой своеобразный экзамен жизни. Давайте узнаем, а что же нового войдет в вашу жизнь? Но прежде чем что-то новое войдет, нам говорят, нужно разобраться со старым, нужно отдохнуть. Кстати, четверка мечей. Ведь иногда это карта отдыха. И мы спросили, что уйдет. Может быть, кто-то из вас думал, что, ну, пробуду дома, например, большее количество дней, или работа не потребует, может быть, даже уже договорились, да, что, ну, чуть дольше пробудете дома. А здесь какая-то конфигурация, информация врывается буквально в вашу жизнь. Может быть, придется досрочно прервать свой отдых и выйти. Вот я такое тоже не исключаю. Но для вас, знаете, что бы тут ни происходило, зачем-то это вам нужно. И что нового? Тут какая-то старая история, но она должна быть продолжена точно в новом ключе. И самое главное, тут нужно разобраться с прошлым, как будто расчистить пространство. Может быть, и буквально кто-то там будет ремонт делать, да, или генеральную уборку, может, гости приехали. И после гостей нужно сделать, да, клининг какой-то такой основательный. Ну, и для кого-то ведь это может быть как какая-то задача, тема, дело, касаемое работы, вашего личного бизнеса, творчества, когда вы не хотите тратить время впустую или быть, ну, как еще раз, может быть, в какой-то подзависшей ситуации. Вы тут явно будете сами стараться, словно, ну, вот так стряхнуть это прошлое. Что нового со дня на день? Вот так, мои дорогие. Тут, правда, нужно расчистить пространство, потому что на кону ваше солнце. Действительно, то, что вы себе определяете. Где-то судьбоносность момента, я это не исключаю. Но карта солнца немножко продолжает, зачем вам это нужно или, в принципе, какой в этом смысл. Ведь эта карта именно правильного направления выбора. И то, что у вас происходит с первых дней, вот буквально, может быть, со дня на день, какая конфигурация событий у вас складывается, она определяет ваше направление на последующие 6-8 месяцев. Как минимум 6-8 месяцев вы будете чем-то заниматься, обустраивать, что-то делать, может быть, и где-то переделывать, чему-то, возможно, обучаться. Тут совершенно вот как солнце на пороге, мои дорогие. Какие события идут на ваш порог? Ведь это карта ясности, кстати, такой, знаете, глобальной ясности. Это карта успеха. Это, конечно, мы говорим, карта эго, да, мы хотим так, а по-другому мы не хотим. Но все же мы другие вопросы задавали, и поэтому это, знаете, как изобилие, процветание, счастье, радость спешат на ваш порог. И правда, но есть то, что нужно вот в этом пространстве как будто уже проводить или оставить в прошлом. И сказать себе, мои дорогие, вот в этом пункте, в этом деле я сделал или сделала все, что могла. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации.
И я оставлю ссылки, у меня есть статьи на сайте, именно последние статьи, они касаются 2026 года. И есть кармический декабрь, кстати, это не про декабрь, это больше такой план на 2026 уже. Есть и ссылка на телеграм-канал, возможно, кому-то из вас будет более удобно переходить к моим публикациям именно через телеграм, потому что я там постаралась собрать все мои публикации не только с каналов видео, с YouTube, а еще и со своего сайта. Буду вам искренне рада, приходите, подписывайтесь. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.